Сенатор Янг. Сенатор Круз. Спасибо, председатель. Посол Лифт. Ты пресс-секретарь администрации на Ближнем Востоке. Как это так работает? Я люблю свою работу, сенатор. Положение вещей на Ближнем Востоке стали лучше или хуже с тех пор, как Джо Байден стал президентом? У нас произошли серии мероприятий «Черный лебедь», так что нет сомнений, что регион находится в очень трудном состоянии. Ваш ответ значит, что стало хуже. Мой ответ, что серия событий «Черного лебедя» переполняют. Вы не предполагаете, что ситуация стала лучше, не так ли? Нет, я не думаю. На самом деле они стали намного хуже. Такова природа черного лебедя. Так что с этими черными лебедями у вас, ребята, ничего с ними общего. Я думаю, оценка события 7 октября еще впереди решений. Я не могу об этом говорить. Хорошо, итак вы все совершали ошибки, которые привели к этому. Я не уверена. Хорошо, еще вопрос. Как насчет отдавая сотни миллионов долларов сектору Газа, большая часть которого в конечном итоге оказалась в руках Хамаса? Была ли это ошибка? Я собираюсь обратиться к своему коллеге из USAID. Я не знаю о сотне миллионов долларов для Хамаса из США. Ясно. Как насчет сотни миллиардов долларов Ирану? Это была ошибка. Я не уверена, что ты имеешь в виду, сенатор. Тогда ты мне скажи, сколько денег эта администрация перевела в Иран? Мы не пересылали деньги в Иран. У нас есть деньги на счетах, которые ограничены только для гуманитарного использования. А деньги не взаимозаменяемы. Этот режим всегда будет тратить деньги на такие виды деятельности, на прокси-деятельности. Когда Джо Байден стал президентом, сколько Иран продавал нефти в день? У меня нет этих цифр для вас, сенатор. Конечно, у тебя нет ответа. Около 300 тысяч баррелей в день. Сколько продает Иран баррелей в день сейчас? Около 2 миллионов. Значит, это увеличилось от 300 тысяч баррелей в день до 2 миллионов баррелей в день. Это около 80 миллиардов долларов, которые Аятолла заработал. Потому что твоя администрация отказывается обеспечить соблюдение нефтяных норм санкций. Нет, мы соблюдаем нефтяные санкции. Вы делаете это ужасно, потому что их число увеличилось почти в 10 раз. Но из-за ограничений, которые мы налагаем в санкциях, которые мы наложили, направлены и сделали. 230 таких. Направлены на тех, кто занимается торговлей иранской нефтью. Это налагает тяжелую стоимость для Ирана, и мы это оцениваем. Подожди, ты говоришь, что это тяжелые расходы. Они подняли от 300 тысяч баррелей в день до 2 миллионов баррелей в день. Где тяжелая стоимость? Это дополнительные 1 700 000 баррелей в день, это 80 миллиардов долларов. Правда или ложь? 90% финансирования Хамаса происходит из Ирана. Нет, не 90%, это большая сумма, это количество. Я не знаю этого. Ты в ответе за этот чертов регион, и ты не знаешь. Что значит, ты не знаешь? Я не могу вам сказать. Сколько из финансирования Хизболлы поступает из Ирана? Огромная сумма. Это около 90%. Оба они около 90%. Как вы думаете, это сделало мир безопаснее или менее безопасным? Принять теократически сумасшедшего, как Аятолла, который возносит смерть Америке и смерть Израилю, и дать ему 100 миллиардов долларов? Это сделало нас более безопасными или менее безопасными? США не направляют деньги в Иран, сенатор. А как насчет 600 миллиардов долларов выплаты за заложников? Ни копейки не сдвинулось. А деньги не взаимозаменяемы. Они не могут использовать это для кредитных средств. Ни копейка не сдвинулась. Ты знаешь, что ты под присягой. Могли бы они поставить эти деньги на кредитные средства и использовать эти деньги для финансирования своих террористических действий? Я не уверена, кто будет в позиции. Одолжить им деньги на это в данный момент. Сенатор, у нас на них много санкций. Иран является одним из самых санкционированных. Но вы не соблюдаете их. Это администрация и каждый сумасшедший на земле, который хочет убить нас. Эта администрация дает деньги им всем. Ясно. Позвольте мне тебя спросить. Если Израиль сказал, что их политика полное уничтожение Хамаса, это администрация. И президент Байден поддержал бы Израиль в его обязательство полностью уничтожить Хамас. Конечно. Тогда почему вы призываете к немедленному прекращению огня, прежде чем они уничтожат Хамас? Израиль принял это предложение. Нет, они нет. Они да. Существует ли прекращение огня? Хамас еще не полностью принял. Есть ли прекращение? Израиль точно нет. Я знаю, что администрация Байдена сообщила прессе, что Израиль прекратил. Руководство Израиля таково. Поэтому я задал тебе вопрос.
Поддерживаете ли вы Израиль в том, чтобы полностью ликвидировать Хамас? Ты сказала «да». И следующее предложение, которое ты сказала. Но они должны прекратить огонь прямо сейчас и не ликвидировать Хамас. Нет, я согласна с тем, что президент охарактеризовал это как сенатор 31 мая. То есть мы согласны с целью, чтобы Хамас никогда снова не контролировал сектор Газы и не угрожал Израилю. Это не будет достигнуто только за счет военных средств. Итак, мы сказали, что военной целью было победить Хамас. Так что ты теперь сказала, что невозможно военным способом победить Хамас. Когда вы впервые задали вопрос, вы сказали, что со временем ликвидируете Хамас. Я сказал, полностью ликвидировать Хамас. Я не говорил через некоторое время или не более 1000 лет. Я сказал победить врага, потому что они убийцы, убившие 1200 человек, которые насиловали женщин и маленьких девочек. Это будет сделано не только военными средствами. Хорошо, такова позиция этого управления, что невозможно военными средствами победить Хамас. Да, это так. Разрешите спросить вас, вы также хотите увидеть по существу в награду к 7 октября палестинское государство? Это не награда. Это не награда, он просто достижение, которое хочет Хамас в качестве выгоды за эти убийства. Позволь спросить у тебя кое-что. Если Хамас будет управлять Газой, как гарантирована безопасность Израиля? Это впечатляющая работа, мистер председатель. Свидетель закончил отвечать на вопросы. Мы не должны бояться этих вопросов. Джентльмены, время истекло. Хамас никогда не поддерживал решение о создании двух государств, так что действительно палестинское государство, о котором ведутся переговоры с Израилем, который живет в мире со всеми, это не награда. Хамасу. Хамас не поддерживает подобные вещи. Хамас не признает право Израиля на существование. Ваша политика – это полная катастрофа.